Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, о развитии способностей души. В данной теме мы рассматриваем такую конструкцию управления, что когда мы рассматриваем душу как бесконечную и вечную конструкцию, и фактически с точки зрения Бога, душа всегда имеет все параметры изначально, то есть понятие развития, например, неких способностей или способов управления от души. Ведь понятие способность – это есть в том числе и способ управления от души. Эти все понятия, они фактически включены в автономную систему, такую как значит, действие души в бесконечности или действие души в рамках какой-то локальной системы. Поэтому в данной теме управления прежде всего надо рассмотреть тот процесс, когда Бог, делая, предположим, какое-то управление, Он ведь делает ее душу свою такой, что управление реализовывается как в бесконечной фазе, так и, например, в структуре вечного развития самого Бога, то есть в бесконечной фазе для всех, так и в том уровне, где Бог развивается вечно с точки зрения как бы внешних наблюдателей, ну, с точки зрения, например, человека, любого элемента информации, так и, вообще говоря, для самого Бога по существу. Вот когда мы говорим об этом, то вопрос вот именно тот, что Бог по существу, то есть как Он вообще себя воспринимает, да, в этом процессе, это и есть тот принцип, вот, который необходимо познать, чтобы развить именно способности души в управлении, и при этом надо смотреть вообще, как Бог ощущает создание реальности. Ведь когда мы говорим о создании, например, следующего уровня реальности, то с точки зрения Бога это есть тоже действие души. Но у Бога, значит, душа такова, что понятие способ действия, да, ну, некие способности, это тоже уже известная величина. То есть вот отличие от человека в том, что для человека это действие, то есть развитие именно способностей как таковых, да, а для Бога способность это способ действия. И поэтому, когда мы говорим о способе, это есть то, что он изначально все равно показывает человеку, что, например, в основе, да, данного способа. И получается, что если мы хотим, например, в какую-то систему управления, предположим, там есть разные системы оздоровления, разные системы тренинговые, да, внести уровень бесконечного развития, то мы должны посмотреть, как вообще сам способ, под которым Бог реализовывает действие, изначально строится самим Богом. То есть вот для Бога, чем дальше мы развиваем эту мысль в познании Его действия, тем мы ближе приходим к тому, что все известно для Бога. И чем ближе мы эту величину приближаем, тем более известной становится вот эта сама величина. То есть действие доходит до уровня, вообще говоря, механистического, оптического действия. Известная величина при приближении оптическом становится еще более известной, потому что она всего лишь навсего оказалась ближе. И исходя из этого, получается, что плотное, например, тело человека – это и есть концентрация знания. И когда мы начинаем смотреть, как данное знание распределено, да, в системе управления, в системе информации, то получается, что мы видим действие души человека таким образом, что душа, она, значит, действует, во-первых, по аналогии с душой Бога, то есть строит всю промежуточную информацию, но вот именно понятие развития способностей души, ну, как бы в общем понимании, да, души человека, например, если реакция какого-то объекта информации, и именно степень реакции в сторону вечного развития, имеется в виду развитие способностей в данном случае, то эта фраза подразумевает то, что человек контролирует как состояние души, то есть в данный момент вообще где душа. И в данном случае мы рассматриваем тот процесс, что можно рассмотреть развитие способностей только в том случае, когда душа вообще находится внутри физического тела с точки зрения оптического свечения. То есть душа должна быть четко выявлена как неразрывная структура оптическая с телом, но находящаяся конкретно внутри тела. Поэтому, когда речь идет о вечном развитии, то любое следующее действие души, то есть достаточно вообще увидеть душу как бы извне, да, в каком-то месте, или о чем-то задуматься, и тогда, как только человек видит, где душа, а где действие, то он имеет уже следующий элемент жизни. Вот понятие вечного развития строится в том, чтобы как бы опознавать свою душу фактически, да,
в следующем времени. И когда мы начинаем говорить именно о способностях, например, следующих, там более как бы, да, развитых, с одной стороны, все равно душа уже и так бесконечно развита, но с другой стороны, вот именно действие оптическое, то есть исходящее от души во внешний мир, это и есть действие, которое делает Бог. И разница только в том, что человек, изначально созданный Богом и душой Бога, он видит одновременно как статус изначального создания, то есть статус своих макрозадач, и которые тогда он может фактически тоже брать под управление. Имеется в виду задачи души, то есть, ну, понятно, что есть задача макроспасения, а вот личностные задачи души. Тогда с точки зрения этой технологии вы можете фактически переструктурировать более ранние глобальные свои задачи. То есть личность имеет всегда какие-то вот принципиальные задачи. Почему вот есть понятие там, например, кармы, да, действия, там, реинкарнации и так далее. То есть есть круг задач, которые душа решает в рамках сложившейся ситуации там, или в рамках, предположим, вообще задач мироздания. И получается, что эти задачи, они очень массивные. То есть они имеют очень высокую концентрацию в точке создания вообще человека. Поэтому, когда мы говорим о развитии способностей души, то здесь важным уровнем развития является возможность влиять на фактически свои же собственные, да, задачи, которые вы поставили перед собой, например, в период создания или даже до начала создания души самой. То есть вы говорите, получается, тем словом, которым говорит Бог. И когда вы начинаете это видеть, то получается очень простая вообще конструктивно в управлении как бы, система. Когда есть какие-то частные задачи, да, у человека, обычные, которые возникают там, в реальном времени, с точки зрения человека они могут быть более важными там, какими-то. И для оптимизации этого процесса вот как бы макрозадачи и задачи самого человека в текущем времени. Часто нужно уметь варьировать вот эти макроуровни именно самого человека, как бы макрообъединение его информации, задачи его души. А получается, сделать это можно, вообще говоря, только самой душой. То есть развив, получается, способность души к саморегулированию, хотя, я говорю, такая способность есть изначально. В данном случае мы говорим о том, что мы эту, что ли, функцию сознания, да, с точки зрения души, мы активируем до уровня того, что вот макросистемы начинают двигаться. То есть, ну, простой пример. Человек идет по дороге, ему нужно сделать какой-то акт спасения, например, там, спасти АЭС от взрыва. Да? При этом душа ставит те задачи, которые всегда позволяют спасти мир. То есть душа, естественно, не ограничивает действия человека как бы в принципе. Но здесь есть такой момент, что если этот момент, например, предположим, макроспасения можно там как-то отдалить, то есть вы знаете, что взрыва не будет, да, есть время на диагностику и так далее, там, на передачу информации, то вот здесь возникает такой момент, что реализация именно более ранних задач души, как правило, это задачи, как я сказал, уже при организации. Они могут каким-то образом видоизменять вашу информацию действия. То есть ваши события могут быть там или затянуты, которые вы хотите получить быстрее, да, или там как-то видоизменены, там, например, по форме, по содержанию часто. То есть вам нужно сделать, например, конкретное действие, а там возникают какие-то детали и так далее. То вот чтобы получить точность действия в конечном итоге, все равно придется регулировать вот эту макроконструкцию. И тогда уже вы должны развить уровень своей души до уровня фактически самоорганизации. То есть посмотреть, как вообще Бог организовал свою душу изначально. То есть он, например, там, смотрел на соседний сегмент, да, по организации своей души, и каждый следующий сегмент, ну, как бы предварительно захватывал и придавал свойства этой конструкции такие, что значит, его душа все время была управляема. То есть получается, если мы здесь ну, сможем рассмотреть такой процесс, как процесс ну, такой как бы ну, хаотичный, ну, например, там, если процессы некого такого, вот если на волны смотреть, вот, да, бушуют волны, там какие-то процессы, ну, существуют некие там хаоса, да, и вот этот вот процесс некого там бушевания, что ли, внешней информации, можно очень просто распознать системность этого процесса, когда мы видим процесс организации души Бога. То
То есть этот процесс такой, что мы вот именно процесс как бы действия этих волн, что ли, да, информации с точки зрения внешнего наблюдателя, или если вот бушует волны, вот этого некого бушевания, хаоса своеобразного, сможем очень четко взять под контроль, если мы видим, как каждый соседний элемент души организовывает каждый следующий. То есть эта система такова, что значит, можно рассмотреть элементы взаимодействия, где один элемент организовывает другой, да, но при этом мы можем просмотреть на тот уровень, где мы видим конкретно все-таки душу Бога. То есть мы видим самого Бога, когда мы видим, что процесс организации, он такой, что вы фактически через так называемый, ну, может быть, для внешнего наблюдателя хаос, так называемый, да, видите, как вообще Бог создает данную систему действия и почему данная система, она настолько различна. То есть следующий уровень – это всегда различие. То есть Бог создает внешний мир так, что Он позволяет фактически организовывать управление через систему различий. И в связи с этим получается, что различие – это есть, например, там, да, следующий уровень реализации человека, следующий уровень действий. Так вот, чтобы видеть Бога через все системы действия, не только там через некий хаос, там, но и через какие-то стандартные системы, там, деревья, почву, да, горизонты, и все время видеть Бога внутренним взором, да, именно душой, нужно развить способность души распознавать в неком хаосе, в неких случайных, казалось бы, событиях именно облик фактически действия Бога. То есть его единый облик – это то, что видно всегда, а вот именно как он вообще действует. И вот на именно вот таких действиях фактически, так скажем, на облике действия, то есть как бы лик действия, да, мы можем увидеть очень четко конструкцию, где системность есть в любом уровне. То есть тогда получается, что точное знание будущего, да, управляемое ясновидение, это есть уровень, который позволяет фактически нам решать те задачи, которые, в общем-то, ну, не могут быть решены, если вы не можете управлять именно любой системой мира, в том числе системой организации собственной души, изначальной, когда вы сами перед собой поставили макрозадачи. Если в момент установки этих макрозадач, когда душа, например, рассматривает, да, будущую картину и начинает в некоторых случаях, предположим, как-то реагировать функционально, или там происходит элемент сжатия, то у человека в будущем вот такое своеобразное ощущение от того, что, значит, именно была реакция души, ну, такая, которая необходима в будущем, ну, как бы к уровню, когда надо, например, организовать ее линейную систему, ну, то есть, когда нет элемента сжатия, да, вот пространства души, то ведь сжатие может возникнуть от того, что человек вступает в реальную систему управления, и там есть, ну, все-таки силы деструкции. Получается, вот таким образом можно именно снимать элементы воздействия на душу человека. То есть здесь очень четко проявлен тот принцип, что когда мы говорим об именно элементах воздействия на душу человека, то изначально ясно, на душу, вообще говоря, реально, кроме Бога, никто не может действовать вообще никогда. Вопрос только в том, что душа выбирает или распознает какую-то систему и принимает. Так вот, воздействие – это элемент выработки как бы своеобразного качества дифференциации душой некого события. И вот развитие способности души в дифференцировании события – это элемент, который позволяет человеку увидеть свое будущее, во-первых, и одновременно это будущее создать. То есть создание и фиксация – это один элемент. Так вот, если идти глубже, то это и есть Бог. Дальше конкретно лично Бог, причем в восприятии не только одного человека, но Бог именно в восприятии фактически всех, без исключения, кстати, самого Бога тоже. То есть Бог также и себя видит. Когда вы начинаете, ну, именно в информации Он так себя видит, когда вы начинаете входить в систему дальше, то вы видите свой собственный путь, как путь, например, от ребенка, да, потом идет взросление, и на определенном уровне, когда человек является еще ребенком, вы начинаете понимать, что рост – это тоже развитие, то есть рост
физического тела человека, это же логически тоже развитие его способностей, да, то, соблюдая простую аналогию, как бы, в общем-то, такого механистического принципа, вы очень четко можете проследить законы развития способностей души. То есть, может быть, даже выявление, а не обязательно такого четкого понятия, как развитие. Значит, вообще методология действия очень проста. Рассматриваете свой собственный рост, да, свое собственное развитие. Для этого надо выделить то состояние, когда, находясь, например, в детском возрасте, ваше тело было в том состоянии, что тело и душа – это одно и то же. Такие состояния периодически бывают. Ну, цикличность где-то раз бывает там, в 12 лет, бывает раз в 3 года, в зависимости от ситуации и так далее. То есть, когда с точки зрения Бога душа и тело – это одно, хотя в линейном понимании тело – это часть души, но когда это одно и то же, то есть нету различности, как бы, и когда вот это вот, ну, некая такая различность, то есть разная даже личность, да, в этом слове, а эта система, она как бы такова, что личность на самом деле един, так же, как и един Бог. То получается, что вот эти вот блики, да, разных систем личности, вот именно различия как бы оптических оттенков управления, здесь выявлены как системы саморазвития души в плане действия. То есть ведь Бог, Он изначально всегда существует, и действия Его проявлены для Него самого как действия следующих лиц, по сути. И когда вы, например, начинаете задаваться вопросом, почему именно так организована цивилизация, то ясно, что именно следующим действием Бог позволяет, так скажем, объективизироваться процессом именно вечного развития, что есть внешнее наблюдение, есть, например, наблюдение людей или самого Бога, и его участие поэтому часто заключается в том, что он просто дает с точки зрения как бы внешнего наблюдателя какие-то отдельные системы управления, ну то есть какую-то где-то поправляет оптику, такую небольшую, как бы, да, и целый мир имеет там следующие миллиард лет развития. То есть для Бога это может быть только единое действие как бы в корневой системе событий всех. И получается, что мы имеем здесь аналогичную картину. При развитии ребенка существуют какие-то штрихи действия души, то есть душа фактически начинает осознавать весь мир в какой-то момент, и это сознание на определенной части тела всегда сохраняется. Правда, бывает в разных частях тела, вот как бы вот эта конструкция выявляется, поэтому когда там спрашивают у человека, а вот где находится, например, душа, да, он часто может чувствовать, особенно в детстве, какие-то локальные участки тела. И поэтому, когда мы, например, говорим о том, как вообще это применить, да, это понятие или эту технологию, так скажем, то можно из этих участков как бы тела, значит, уже как бы таким анализом в прошлое, да, выйти на структуру, где идет вот формирование именно импульсов души, где душа сливается с телом. И тогда совершенно понятно, что менять макропозиции души часто бывает совершенно просто. Достаточно пройти на восприятии как бы через, ну, скажем так, детский взор, да, через информацию детства, рассмотреть принципы бесконечности, то есть выйти в систему до своей личной организации, например, там года за 3, да, ну, например, до зачатия, и просмотреть, как вот система, где вы еще не были организованы, как бы с точки зрения коллективного сознания, и система будущего, как они вообще связаны, какими связями. Ведь с точки зрения Бога вы все равно всегда существуете. То есть, и найдя свою координатную систему, то есть где вы находитесь в этой системе информации, короче говоря, где вы у Бога находитесь. И дальше вы начинаете понимать, что ваша личность объединена с Богом в Его действии так же, как и, например, там, устроен бесконечный мир. То есть вы начинаете познавать законы мира естественно, не напрягаясь, и познание это уже лично ваше. И тогда душа развивается в пути вашего развития. Ведь душа же может развиваться по-разному, например, там, изучать внешние знания, да, а когда речь идет о гармоничном пути вашего развития, то это и есть путь Бога, ведь Бог развивается только в своем собственном пути. И когда вы начинаете работать так же, то любая конструкция становится преодолимой. То есть ваши действия – это и есть действие изначальное,
даже до вашей организации. Тогда получается, что вы в этот момент можете сдвинуть одним импульсом, там, таким, как бы, просто, ну, в виде, например, там, светящегося там, цилиндра, просто с полусферы, например, даже сферы или просто света, сместить именно вот это макро, что ли, регулирование, причем свое собственное, потому что больше часто времени требуется на то, чтобы как-то, скажем так, видоизменить или как-то взять под управление собственные задачи. Потому что любые внешние задачи, они бывают очень просты, да, а ведь с точки зрения Бога для Него это так же легко, как любая внешняя задача. То есть для Бога это вообще одинаково. То есть у Бога, в принципе, как бы отсутствует вот эта вот задача сама по себе. Он сам организовался, и какая ему разница, что он сменит свои самые ранние задачи, или он там, да, здесь ведет новые. Они совершенно аналогичны с точки зрения управления для Бога. А вот для человека существует выбор линейного плана. Чтобы делать так же, как делает Бог, он должен уметь макроконструкции моментально, значит, ну, в общем-то, брать под управление, там, взять под управление, может быть, там, отдаленную систему, приближенную, и суметь уравнять текущие действия и действия, фактически, которые, ну, там, складываются там, веками, тысячелетиями и так далее. И как только он эту систему уравнивания начинает познавать, то вот способ, уже в данном случае речь идет о способе действия души, значит, он будет таков, что сами способности к действию, например, там, души, могут развить собственный дух души. То есть там вводится такое понятие, как дух, но уже души. И когда вы начинаете этот уровень познавать, то ясно, что вот эта вот система управляет практически любой системой ваших, как бы, стратегических более ранних связей. И стоит только вот эту духовную основу души вывести в управление, тогда точно, что любое управление реализовывается. Это, кстати, мощный механизм лечения людей. Потому что стоит только войти в эту систему, ясно, что здоровье всегда можно восстановить. Это, кстати, вообще говоря, мощный инструмент для решения любых задач. Единственное, что если задачи какие-то вам кажутся они неважными, то тогда и нет смысла, как бы, да, затрагивать вот эту макроконструкцию собственной души. И поэтому есть развитие внутренних способностей души, то есть система распознавания, когда дух души или там, дальше можно продолжить, да, там, предположим, тело души, физическое тело души. И тогда ясно, что ваше физическое тело – это действие вас же, в общем-то, самих. То есть вы самостоятельно воспроизвели тело. И получается, действие ваше, оно таково, что вы вполне можете, например, сделать такое управление, что процессы, которые, например, ну, не определены, как бы, с точки зрения информации, да, процессы, где отсутствует там слово, где отсутствует информация, ну, как бы, начальный уровень вообще развития мира. И этот уровень, с точки зрения Бога, он тоже имеет равный статус на самом деле. И чтобы эти процессы были в обществе, как бы, объективизированы, да, чтобы там тоже были, например, слова, чтобы там тоже была определенная система развития жизни, то получается, что самый простой статус, значит, сделать так, чтобы образ, да, знающего человека находился в системе раннего уровня развития мира. И когда вы начинаете вообще даже образ человека как таковой, да, выводить в эту систему начального развития мира, то вы видите, что решение этой задачи на самом деле не просто вот решение только ваших задач, да, но и решение того вопроса, что в более раннем состоянии мир имел, ну, как бы, так скажем, меньшее количество связей там, событийных, да? И получается, что ведь с точки зрения Бога мир, он всегда один и един. И получается, что для человека вот эти вот, что ли, скажем, системы меньшего количества связей, они таковы, что ваша задача все равно суметь уравнять, как бы, с точки зрения своих действий, эту систему, где меньше количество связей, то есть более ранний, как бы, мир в развитии, и текущий мир. И когда вы начинаете эту систему понимать, что развитие мира – это есть соприкосновение, ну, как бы, технологически более развитых систем или менее, как бы, развитых, да,
то здесь видно, как вообще Бог создает разные элементы мира. То есть можно войти в ту конструкцию, что Бог все время старается как бы менее развитую систему мира сделать фактически более развитой. И если вот эта вот система начинает, ну, как бы сопротивляться там, или не желать там, и так далее, то возникает такая задача, ведь Бог изначально создал мир, и Он знает все его свойства, да? То получается вот это вот как бы менее развитая система, это и есть свойство вообще-то обучения всех людей. И пока, например, ну, хотя бы один человек не умеет делать управление, да, всей реальностью с точки зрения, ну, самого человека, то получается, что мир имеет все-таки тогда не полностью там устойчивые характеристики для всех. Задача управления заключается в том, что то, что человек воспринимает, значит, это он и должен вводить в систему полного управления. Управление в том числе прошлым. Если есть какие-то глобальные макрозадачи, значит, получается, речь идет о том, что он должен осознать эти макрозадачи личные и сделать управление там любой системой. И поэтому получается, что вот управляемость, да, полная управляемость системой, информацией, это есть на самом деле вообще-то необходимая величина именно с точки зрения технологий там, вечного развития. Логически это понятно, что это нужно, но вот это нужно еще и с точки зрения Бога. То есть Бог, так скажем, специально создал вечное развитие, чтобы люди умели все делать, умели управлять любой реальностью. Получается, вечное развитие – это также управление Бога. И Он это сделал именно для того, чтобы способность Его, да, была передана людям, ну, как можно полнее. При этом вот весь мир как бы самого человека, да, вот чем воспринимает и как воспринимает человек, его личный мир и мир другого человека, мир Бога, все эти, так скажем, миры с точки зрения восприятия как людей отдельных, так и самих участников этого процесса, так как бы внутри, да, своего мира человек может воспринимать реальность. Эти процессы складывают восприятие уже фактически такого плана, что из систем восприятия опять воспроизводится, фактически рождается человек. И вот когда мы хотим понять вообще, как организуется душа, да, следующего человека, как вообще происходит процесс рождения изначально, то вот здесь этот механизм как раз он открыт. Развитие способности души человека видеть, например, будущее следующего человека, да, ребенка, это есть элемент создания души человека, где участвует уже как бы мнение, да, самого человека. И получается, каждая следующая душа, она всегда такова, что учтено фактически как бы мнение всех тех душ, которые уже существуют. И получается, элемент следующего развития души следующей, да, уже следующие фактически как бы способности души, выявленные в результате бесконечного развития, они таковы, что так как есть цель бесконечного развития, то сама бесконечность это есть следствие работы душ. Вот информация бесконечности, информация вечности. То есть получается, как бы продуктом работы души человека является вечность. Так же, как, ну, например, там, продуктом значит, роста дерева, да, растительности является кислород. И когда, значит, в данном случае мы начинаем, например, рассматривать процесс дальнейшего развития души, то получается, вечная душа все время воспроизводит перед собой события вечности. Логически и так понятно, что вечная душа, конечно, она находится как бы на вечной платформе, да? Значит, ясно, что любое событие вечное может вечно развиваться. Но чтобы эту технологию познать, получается, мы должны обязательно понять систему, вот почему, например, системы как бы неразвитого или начального уровня мира иногда пересекают, например, там развитые, пытаются как-то активно противодействовать, да? Вот система деструкции все-таки система, где мир фактически, ну, так скажем, или не развит, или вообще как бы есть попытка привести в хаотическое разнойное состояние уже системно набранный уровень, да? Ну, там любая война и так далее, это деструкция, это упрощение системы. И получается, почему, например, эти системы, они, скажем так, все-таки репродуцируются, да, в некоторых ситуациях. То есть здесь ответ можно найти
ну, с точки зрения как бы, да, борьбы, скажем так, информационного управления с таким явлением, как значит, деструкция именно макроуровня, да, здесь само понятие борьбы, причем привносит смысл того, что эта система еще от этого должна получить пользу и развиться как бы в лучшую сторону. То есть, так как нигде нельзя вводить и нет реально никакого уничтожения. То есть здесь, получается, мы смотрим на душу Бога, которая существует вечно, себя воспроизводит в вечном времени, да, и вот для души Бога вечность и действие – это одно и то же. То есть если для человеческого уровня вечность, как я сказал, можно рассмотреть как уровень действия души, и продуктом является вечность, то для Бога вот этот переход – это есть личность человека, его внутренние характеристики. Вот когда мы зададимся вопросом вообще, что есть личность с точки зрения Бога и человека, и как личность, вообще говоря, выглядит в вашем собственном представлении, где вообще она находится в информации. Определение не некой там социальной личности, а личность по сути. Личность, как она рождена. То получается, вот задача личности – это контролировать структуры всех душ людей, и при этом умение видеть Бога таким, какой он есть. Вот когда личность человека, да, видит Бога таким, какой он есть, то все процессы для других нормируются. Вот это и есть уровень макроспасения личностного плана, причем такой он не напряженный уровень, естественный. Основное количество людей находится в основное время в таком состоянии. Это спокойно, как бы даже расслабленное состояние, если, конечно, нет каких-то там происшествий и так далее. И тогда получается, что вот естественное состояние – это есть вечность, как бы распределенная на всех. Вот, ну, люди воспроизводят вечность, да, а при этом фрагменты, там, элементы распределяются, ну, скажем, как в какой-то социально-распределительной системе между каждым. И вот когда уже идет обратный элемент, как бы перевода событий, вот есть концентрация событий, и она находится на платформе вечности. Тогда люди получают каждое свое событие, и каждый получает свою задачу, то вот управление этим фактом в момент создания души, почему я говорю, что существует вся информация до создания души. Душа человека видит будущее до создания, потому что создается с учетом уже известной конструкции. Вечность-то воспроизведена, она уже существует. То есть это понятно, то есть человек, если он пока еще не идет какой-то дорогой, но он знает, что в этом городе эта дорога есть, то он может не заезжать в город, но дорога-то уже есть. И получается, что он на определенном уровне это все равно воспринимает. Не обязательно как бы иметь, да, фактологический уровень, чтобы этот уровень был воспринят. То же самое у Бога. Не обязательно, например, как бы быть проявленным бесконечно, там в любом месте, а достаточно быть проявленным в одном месте, и тогда он тоже есть везде. То есть вот понятие некой пустоты, да, понятие вакуума или понятие, скажем, какой-то третьей величины, ну, как бы, где вот как бы непонятно, да, вообще, что происходит, где что находится, это понятие может быть исключено из обращения, из употребления, только потому, что есть возможность развить способность души к познанию как бы третьих тех величин, которые вот сейчас непонятны. Ведь душа уже содержит эти знания, и вопрос только лишь в том, что идет возвращение к этим знаниям. То есть нет и не может быть мест, которые, вообще говоря, непонятны. Даже вот как бы непонятно даже немного, не говоря же о том, что радикально непонятно. И исходя из этого, так как ваше понимание, оно позволяет любую вещь осознать как вещь понятную, любое явление сделать понятным, то здесь появляется такая ситуация, что ваше восприятие участвует в создании этих вещей по собственному пониманию фактически. То есть участие любого человека в любом событии – это как бы срез его восприятия любой конструкции событий. И получается, что если нам человек участвует в каком-то макрособытии, чтобы не было там тайфуна где-то, да, то достаточно воспринять общую информацию, например, там, передача по телевизору, но не обязательно видеть тайфун. Он может быть вообще где-то в будущем, но эта связь текущего времени и какой-то системы, там, сегмента телевизионной передачи, какого-то тайфуна, такова, что достаточно на срезе понять, о чем речь,
Там перед вами, например, просто кадр какой-то телепередачи, а внутренне вы понимаете, что вам нужно сделать, чтобы не было тайфуна. То есть вот понимание часто расформировывает этот тайфун, он даже не начинается. То есть основное количество жизненных процессов строится на том, что нормирование происходит потому, что люди понимают и видят, что может произойти. И они умеют это расформировать. И когда мы начинаем, например, данный процесс анализировать как процесс действия людей, как бы осознанного действия людей, да, то получается, что осознать процессы макросвязи часто бывает достаточно просто. Здесь достаточно просто проследить путь обратный, как бы путь к себе, где вы начинаете видеть следующее действие до того, как действие было организовано кем-то или вообще оно было, может быть организовано. То есть вы начинаете участвовать в процессе уже гармоничном. Не обязательно вам как бы все время заново там, носить кирпичи и строить дома, да? Часто бывают уже готовые конструкции, их можно просто складывать. Точно так элемент мира, почему устроен как бы проявленным таким массированным образом, да, уровень там, планеты или уровень действия, потому что сложенные элементы сознания как бы воедино дают как бы удобную конструкцию для развития жизни. И получается, что не обязательно так же делать, как делает Бог, постоянно все держит в системе собственного сознания и организовывает, да, в текущее время. Достаточно пользоваться уже известными конструкциями для человека. И вот здесь, вот, чтобы быть уже подобным Богу, человек начинает применять интеллектуальный ресурс собственный, чтобы развить способности такие, как у Бога, но он находится ведь в других условиях. Он находится на планете, там, где есть конечные элементы пространственные, где есть как бы, ну, некая мозаика, да, которая уже сложена. И получается, сопоставить свой уровень действия, кстати, сопоставить необходимо, чтобы допустить или там, создать следующее действие. Вот в такой вот системе это есть задача, как бы даже некая сверхзадача изменения не только как бы вот этого макроуправления, которое существует в душе, причем часто же это макрозадача хорошая, душа, как правило, не ставит каких-то там неразрешимых там, или ненужных задач, то здесь можно выйти в систему, где можно вот именно макросферзадачи всех душ, вообще любой реальности, да, все реальности, уметь тоже выводить на уровень собственного управления. Это как раз вот именно реальный центр управления, где вы можете управление делать сразу по всему миру. Причем конкретно из своей души, развив просто способность как бы в механическом, оптическом уровне, то есть выдвигается оптический уровень, который является как бы, ну, стержнем да, души, значит, и в теле, вообще в любом другом месте вы начинаете видеть, что душа очень сильная конструкция, что это есть силовая конструкция, это есть сила. И вот когда элемент силы вы начинаете визуализировать, то получается, что управление внешним миром это, в общем-то, такие вот, ну, как бы рычаговые, это, ну, как некий, как бы, уровень, похожий на поднятие, там, типа, тяжести. То есть это чувствуется, там, волна напряжения, изменения внешнего мира, и вот чтобы изменить конструкцию, нужно часто сделать просто линейный прогиб системы. То есть вот внешняя волна, весь внешний мир, все события вам известны, чтобы изменить где-то события, надо только сделать прогиб. И вот ваша душа, она упирается в ту конструкцию, ну, как бы лукообразная полусфера такая, упирается в ту конструкцию, что здесь мы имеем систему, как скажем, такого действия, что вот упирается, кстати, в том месте, где и нужно упираться, в оптике вашей души. То есть, как бы получается, вот коллективное сознание формирует единственность возможности действия. Например, если задаться вопросом, как вот там в древности защищались от того, чтобы стрела, опущенная из лука, да, например, не попала там в человека, они просто делали как бы систему обратного, ну, как бы в управлении, если вот смотреть, как люди управляли раньше, да, как управляют сейчас, ну, там какие-то быстрые предметы существуют, и учитывая, что ведь так называемый хаос, там, значит, это все-таки система, по сути, то вот почему Бог и создал так называемые хаотические процессы, чтобы эти элементы были элементами просто сочленений элементов, проявленных как бы вот в коллективном сознании, именно элементов вечного развития. И получается, что если мы правильно понимаем систему этих сочленений, то
никакого хаоса не происходит. Нет торнадо, нет этих там всяких вулканов, да, землетрясений и так далее. То есть, чтобы, например, остановить землетрясение, достаточно просто-навсего часто увидеть причину и линейное следствие, для чего это происходит, то есть найти логический принцип, то есть понять это явление, и все. И получается, что здесь вот, как я просто взял такой пример, что если для защиты от лука, от стрелы, да, которая часто не являлась там поражающей на самом деле из-за слабости действия, была одна технология мышления, сейчас она, например, как-то видоизменилась, да, если это речь идет о том, что вот некие самолеты, там, другие быстро летающие там, конструкции и так далее, то получается, что здесь ну, там, внешние конструкции, типа там, пули, да, и так далее, то вот чтобы понять, как в условиях такого, в общем-то, действия, значит, человека, когда есть, например, там какие-то боевые действия, скорострельные системы и так далее, как вообще человек должен в любом случае выжить? Ведь постоянно душа человека аккумулирует все-таки вечное действие для человека. Как сделать так, чтобы не было там землетрясения, чтобы человек фактически выжил при любой комбинации событий, причем вечное количество лет, то в этой задаче достаточно проследить уровень реакции мышления. Как в одном случае человек, да, думал, как в другом. Как он думал, весьма понятно, чтобы от лука защититься надо, значит, иметь, типа, например, хотя бы доспехи и так далее. И когда мы начинаем переходить к материальному осуществлению, да, как бы средств своего существования и развития, то мы видим, почему и как производится, например, сталь. Да? Почему именно так существует такое явление, как сталь. И вообще, почему именно какой-то человек взял и добыл руду в какое-то время. Можно даже зачесть вплоть до секунды, когда вообще он добыл первый раз. То есть, и здесь получается, что этот человек уже знал будущее, то есть он получил информацию там бесконечного будущего, поэтому он как пришел в это место и взял. То есть воспроизводство является динамикой действия следующего человека. Если задуматься над тем, как вообще осуществляется мышление, почему человек ходит куда-то конкретно. И он считает, что он делает самостоятельно, и, в общем-то, действительно он делает самостоятельно. Вот именно в этом и заключена его основная свобода, самостоятельность, что он делает это лично сам и понимает одновременно все процессы, которые его к этому как бы ведут. То есть он формирует свое действие все время в макрорегулировании, то есть в макровзаимодействии. Он как бы дышит одновременно со всем миром, по сути. То есть его душа имеет синхронное дыхание. И когда вы начинаете слушать, как душа дышит со всем миром, вы можете определить легкие, например, мира, ну, информации. Ну, условно говоря, конечно. То есть видеть сопоставительные системы органов. И когда вы начинаете переходить в ту гармонию, что ваши органы, да, ваши системы проявлены во внешней макрореальности, и там движение руки или там вдох, это есть уровень макроспасения, уровень регулирования, что мир постоянно взаимодействует с вами, да, то проблем управления на самом деле по сути нет, то вы обретаете еще одну способность души, значит, ну, как бы ее визуализируете для себя, способность к действию в бесконечность с точки зрения конечного действия, проявления. То есть ваша мысль и ее бесконечное развитие вообще для всех реальностей – это процесс прослеживаемый. То есть вы начинаете видеть, к чему вообще ваша мысль приведет в бесконечном развитии вообще всех, к цивилизации в том числе. Да? Тогда вы приходите к процессу аналогичному тому, что делает Бог. То есть процесс, который позволяет практически ему там, ну, все осознавать, то есть процесс именно макроосознания. И здесь вы приходите уже к равным, вообще говоря, условиям. Даже хотя вы находитесь, например, на уже известных системах, созданных, да, например, на Земле, на плоскости материальной и так далее. То есть именно возможность взять как бы уровень динамического контроля под как бы следующий пролонгирующий контроль позволяет это сделать, и логически это понятно, потому что будущие события, они же сейчас еще не произошли. И когда вы начинаете видеть точно будущие события, вы приравниваетесь с действием Бога в его бесконечной свободе. И все. То есть логика очень простая и понятна. Так, кстати, и строится логика развития души человека.
как правило, речь идет о развитии структуры души, потому что душа, она и так уже, как я часто это говорю, уже имеет все возможности и способности именно структурных свойств души. Но здесь можно увидеть радикальный уровень такого типа, что вы сможете познать изначальный уровень, почему вообще Бог именно так создавал вашу душу. То есть почему именно так устроено ваше тело. Вот есть какое-то, ну, как бы, критериальное, конечно, свойство, да, организма на что-то, как бы, как-то реагировать, иметь какой-то тип мышления, на какие-то события, то можно увидеть изначально, откуда это происходит, и как вообще Бог к вам обращается по сути. То есть вот ваше глубоко внутреннее состояние, это есть часто обращение Бога к вам. И когда вы начинаете дифференцировать это состояние, вы видите, что после того, как Он к вам обратился, потом только вы сформировали мысль или решили сделать какое-то событие. Значит, получается, что вы откуда-то же взяли это событие, вы откуда-то ведь создали следующее действие, да? Ну, давайте там посмотрим вокруг, например, там надо помочь человеку, ну, помогли, значит, получается, что вы как бы взяли событие из коллективного соседнего действия, там, предположим, пролечили человека, да, вылечили, или там спасли мир от глобальной катастрофы. Здесь получается, что вот именно структура вот этого вечного вещества, которое воспроизводится именно развитием души, формирует способность, значит, формировать действия в диалоговом режиме с Богом. То есть Бог ставит вопрос, задает вопрос, вы берете и отвечаете действием. То есть действие – это и есть ответ. То есть внешний реальный мир – это и есть ответ Богу. Ваше физическое тело – это и есть ответ Богу, получается, в этом диалоговом режиме. И получается, если вы слышите и понимаете Бога правильно, да, ну, по крайней мере, там, если нужно, не торопитесь, где-то нужно, там, торопитесь и так далее, то есть как бы даже переходите в динамику, то от этого возникают и конкретные конфигурации вашего тела, конкретные какие-то или проблемы, или наоборот полное здоровье и так далее. То есть вот в данном случае болезни это как система отсутствия дифференцирования внешней информации. Логически тоже понятно, что это так. Но когда вы начинаете входить в систему уже глубоко, то ясно, что в данном случае, чтобы излечиться от болезни, достаточно как бы всего 2-3 импульса, да, человеку в данном случае узреть, где вообще Бог к нему обратился, и что он потом сделал. Ну, как бы пройтись по этим всем линиям 2-3 раза, человек тогда становится здоровым. И можно эту систему перенести и к другому человеку, да, также его лечить, но другой-то человек, он уникален, и понять его систему мышления можно, если рассмотреть, как человек, например, был создан Богом. То есть есть этика, нельзя, например, значит, вторгаться, да, в мышление его личных планов, но для спасения надо понять, где был диалоговый режим. То есть это управление как бы без информации, да? Видение, умение, но не надо брать детализированную информацию. Поэтому Бог и создал неопределенные системы. Для того, чтобы создать свободу любому, да, человеку, любой личности, вообще любой сущности, любому объекту. То есть система создана Богом специально. Пустое так называемое пространство – это есть пространство бесконечного количества решений и выборов. То есть человек в плане как бы свободы, он может идти куда хочет, делать что захочет, поэтому эта система позволяет делать диагностику там другого человека и его излечивать, но при этом не вторгаясь как бы его внутренние желания, там, мысли и так далее. То есть лечить по принципу того, что он воспринимает, то есть вы даете, а он воспринимает. Он может не воспринять, может воспринять. Так вот здесь система как раз-таки именно того, что лечение вот другого человека тогда получается с одной стороны совершенно одинаковый уровень, или не обязательно лечение, помощь другому человеку, какая-то система внешнего управления вроде бы принципиально отличается, да, потому что приходится тогда действовать как бы за другого, да, за другую систему. Но с другой стороны, вот это вот именно отличие показывает путь Бога от вас по отношению к любому другому объекту информации. И стоит только встать вот на этот путь,
все действия становятся совершенно открытыми, совершенно понятными, и тогда вы действуете точно. То есть, значит, соответственно, есть макро спасение цивилизации, есть там, если нужно излечение, если абсолютное здоровье, так скажем, практическое здоровье, значит, какое-то следующее действие, управление и так далее. Потому что тогда ваше действие во внешний мир – это то же самое, что вам показал уже Бог. Вы в этом случае не ошибаетесь и действуете точно. Спасибо большое за внимание. На этом я закончил сегодняшний семинар.